Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки и подписки, за ваши комментарии. Благодарю. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада общий, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты привлекаешь и притягиваешь мужчин? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Транжира. Ага. Отдала лучшие годы какому-то мужчине, принцу, с которым сейчас в контрах, а в оппозиции, говорите, он токсичный нарцисс, да, павлин. Но в свое время вы рядом с ним почувствовали себя желанной, яркой, харизматичной. Захотелось в какой-то мере, где-то отчасти, ради него стать лучшей версией самой себя. Встреча с этим мужчиной могла перевернуть вашу жизнь во всех смыслах. Ну, вы сами по себе. Тут карта муза. Сами по себе, как райская птичка, очень красивая, наполненная. Девушка, которая умеет привлечь внимание, и это внимание, фокус этого внимания на себе удерживать длительное время. То есть дело не только во внешности вашей, в харизме, да, энергетике. Ну, соответственно, есть о чем с вами поговорить. Найдете подход к каждому, да. Многие женщины берут с вас пример, могут там копировать ваши, может быть, там какие-то манеры, даже, не знаю, может быть, обороты речи. Ну, такое, где-то считывают, анализируют, как вы там подбираете гардероб, как компонуете его. Ну, тут такое вот, интересная женщина. Для многих мужчин архетип любовницы. Ухоженная, яркая, красивая. Так, ну вот, при всем при этом, знаете, две птицы райские вместе вряд ли будут уживаться долгое время. Мужчину-то вы себе выбрали изначально, ну, того, с которым у вас тут токсичная какая-то история случилась. Он то ресурсный по карте павлин. Интересный. Может быть, эта ресурсность отчасти напускная, да? Но павлины показывают вот эти оперения. Где-то для них это норма, да? Прям показать все самое лучшее сразу, все свои достоинства. Подчеркнуть, где-то выпячивать, а недостатки они скрывают, да? Ну а потом, я так понимаю, очень многие нюансы какие-то, которые в тени оставались, уже вылезли наружу. Тут карта позиции, это говорит о том, что вы, может быть, свои тут какие-то пытались ну, рамки, границы, не знаю, то ли восстановить, то ли установить. Где-то, может быть, элементарно какие-то потребности свои хотели закрыть. Ну, тут разный взгляд на какие-то вещи, может быть, на взаимоотношения. Так, ну вот эта карта, скорее всего, в контексте этого всего говорит о том, что вы в свое время, может быть, вкладывались в этого мужчину. Ну, каждый по-разному, да. Кто всю любовь, нежность, заботу, ласку отдавал, внимание, ставил мужчину на пьедестал. И тут кто-то начищал прям корону этому мужчине. Он сам по себе такой тут в себя любил и верил. Ну, плюс вы еще добавили, да. Может быть, потом надоело вам это все. Может быть, это уже перешло, знаете, какие-то рамки, границы. Я имею в виду, вам захотелось взамен получать что-то, что-либо, да, у кого-то тут прям элементарно не хватало любви, внимания. Может быть, вы давали мужчине, знаете, как авансом даже, с надеждой, что вам это все будет, ну, в какой-то мере вернется, да. Ну, тут такое ощущение, как будто бы ни черта это не вернулось. Скорее всего, мужчина еще больше расправил и посчитал
априори мне все должны, раз она это дает, внимание, любовь, заботу, восхищение, обожание, значит, я этого стою. Тут вот как-то так, у кого-то могло проиграться. Так, на вас еще какие карты, давайте посмотрим. Тут больше показано про ваше, может, осознанное, неосознанное желание отдать мужчине, может быть, искупать его в этой любви, отдать вот свои какие-то ресурсы. Ну, показано, что ничем хорошим для вас это не закончилось. Сознательно, как будто бы отчасти принесли себя в жертву. Так, еще, ну да, где-то проявились как ребенок. Наивный, доверчивый, может, в каких-то как иллюзиях, в мечтах витали. Но при этом была страсть, желание создать род, семью. Опять карта Солнца, ангел и демон. Давайте так, сама по себе вы ярко, харизматичная, веселая, общительная. С вами люди хотят быть рядом, находиться с вами. От вас вот этой энергетики очень много исходит, и они подпитываются этой энергией. Ну тут ангел и демон. Так, это вы. Ну, показан ваш путь, вы как будто бы не просто тут у вас происходили вот эти вот такие метаморфозы в жизни, тут какие-то изменения, но вы мудрее стали. Из-за вот этих вот трудностей, гора, какие-то непреодолимые препятствия, может, во взаимоотношениях с этим мужчиной, может, до вас как будто бы начало потихонечку, некрасиво скажу, доходить, что нельзя все время быть в роли этого ангела, белой пушистой, да, происходит обесценивание, все ваши добрые помыслы, какие-то вложения в этого мужчину, все ваши желания отдать эту любовь безвозмездно за даром, это все обесценилось, это не встретило должной, ну, некрасиво говорить, да, когда любовь, то, ну, какая плата, тут не рыночные взаимоотношения, но в данном случае тут получилось так, как будто бы вы слишком много изначально вложили, отдали этому мужчине. Ну, и тут как будто бы мысли у вас такие зародились, вы говорите. Я собственными руками, может быть, отчасти испортила эти взаимоотношения. Если бы я изначально не все время была вот такая какая-то покладистая, добрая, там соглашалась на какие-то, может быть, варианты или какую-то, как модель поведения, да, вот в взаимоотношениях, то есть и была не просто ангелочка, а периодически ангел и демон. Периодически включала бы элементарно. Тут, ну, скажем так, уважение к себе и отстаивала сразу свои рамки, границы, то, может быть, и этих трудностей не было в моей жизни. Ну, как это своего рода как урок. Карта сова. Женщина уже мудрая. Ну, к сожалению, к счастью, не знаю, на своих ошибках уже научилась. Какой-то уже определенный типаж мужчин, уже павлины, вот эти вот, к себе не подпустите. Уже знаете, где не нужно соглашаться и на что не нужно соглашаться. Вот такая у меня сигнификация вышла, девочки, ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, чем вы привлекаете и притягиваете мужчин? Чем вы привлекаете и притягиваете мужчин? Чем привлекаете и притягиваете мужчин? Чем привлекаете и притягиваете мужчин? Чем вы привлекаете и притягиваете мужчин? Так. Чем привлекаете, притягиваете мужчин? Начинаем. Ух ты, мужчин лечите. Интересно, очень интересно. Да. Это увлекательный был аттракцион, прям как в песне у Успенской. Так еще никто не шутил, ни я, ни он. Да.
Так, на прямых, на прямых. На прямых. Угу. Сейчас уточню, эгоизм тут ваш. Вы же уже, хотела сказать, излечились от предыдущих моделей поведения, да, уже? Поэтому хочу уточнить, эгоизм ваш. Ага. Так, смотрите. Изначально, девочки, чем вы привлекаете, притягиваете мужчин? Первая карта у меня идет принцесса. Это карта сродни императрице. Девушка всем хороша. Внешние данные, проявления, способности, таланты, навыки, умение вокруг себя все делать, не знаю, как делать, стремиться к тому, чтобы все было гармонично, да, и вы хотели бы пребывать в этой гармонии. В идеале вокруг императрицы все расцветает, да, она наполняет этой энергией всех окружающих, и все. Вот тут вот сродни этому, вы обладаете этой энергетикой. То есть вот вам уже ответ сразу. А дальше интересное сочетание. При всем при том, что внешне, повторю сразу, по внешности воспринимают, а женщину так тем более. То есть у вас тут все прекрасно со внешностью, с внешними данными. Но дальше идет карта каких-то ограничений и карта женщина, видите, сидит на жердочке. В любой момент она может с этой жердочки свалиться. Вокруг нее какие-то тут вороны тут каркают, и они взлетят и переместятся там на какое-то дерево или на какую-то жердочку. Для них это норма. А вы в любой момент можете вниз кувыркнуться. Это история о том, что мужчины все равно считывают вот сразу внешние данные, да, ваши там какие-то проявления. А дальше идет какое-то тут ограничение, и вот это как неустойчивое положение. Это история о том, что вас видят все равно какую-то хрупкую, тут сколько бы вам ни было лет, девочку, тут уязвимую, ранимую, отчасти неуверенную в себе, отчасти женщина, которая вот это вот какое-то неустойчивое положение. У кого-то это материальное положение, у кого-то это состояние, там уже не знаю, в каких там отношениях сейчас с мужчиной, наличие этого мужчины есть, нету. Нет, если есть мужчина, то почему-то считывают, как будто бы вы можете быть во взаимоотношениях, которые то ли трещат по швам, то ли вы себя как-то не очень уютно в них ощущаете, то ли тут карта еще ограничений каких-то. То есть видят вас, женщину, которую нужно оберегать, может быть, кому-то даже спасать. Вот, как будто в мужчинах вы эти качества пробуждаете. Вот они с вами общаются, и они видят сразу внешне привлекательную женщину, там, способную, талантливую. А потом они с вами общаются и не понимают, насколько вы какая-то, как сказать, ранимая. Вот такое вот, я же говорю. Ну, наверное, какие-то качества такие в мужчинах пробуждаете именно как мужские. Там, мужественность, желание опекать. Так, при этом дальше, так интересно, при этом видят вас, карта дерева, давайте я тут это буду считывать, как моральные какие-то у вас есть там своды, каноны, правила. Это касается семьи, это касается каких-то моральных ваших качеств. Это касается того, что вы не будете идти на какие-то компромиссы, если там мужчина будет себя как-то проявлять, ну, некорректно. Я имею в виду там абьюзивно. Ну, смотрите, тут карта ссора, мужчина и лечение. То есть, если мужчина будет себя как-то очень некрасиво вести в отношении вас, то у вас тут будет ссора, вы будете входить в эту ссору, вы не будете ее избегать. И дальше карта лечения. То есть вы можете какие-то замечания мужчине делать, в том числе. Делать ему какие-то, ну я даже не знаю, как это не замечания, тут карта лечения, она такая своеобразная. Тут бабулечка, она взяла эту куклу утрированную, это как кукла Вуду, и эти шприцы в него вгоняет. То есть вы корректируете поведение мужчины в отношении вас.
То есть вы не будете полностью там, чего он там не рассказывал, а вы там хлопаете этими ресницами и воспринимаете все за чистую монету. Вы, скорее всего, четко будете там отдавать отчет уже, подходит вам этот мужчина или нет. Если он как-то так не так проявляется, как вам нужно, по крайней мере, мужчины видят, что вы будете, ну, не молчать точно. Ну, может быть, это будет, ну, не обязательно, это будет в агрессивной какой-то форме, ваши там проявления. Но замечания будут. Тут вас, скорее всего, воспринимают, знаете, такой острый на язычок. При этом вот это какая-то есть, вот, как это сказать, прям детскость где-то. Может быть, у кого-то даже неприспособленность. Ну, не знаю, уж неприспособленность может быть в каком-то, там, не знаю, в хозяйственных делах девочки. Или даже вот тут вы можете, вот вас как будто могут так считывать, вот, как будто бы вы в коллективе можете чувствовать себя как инородное тело какое-то, как белая ворона, ну, не знаю, что ли, как тургеневская девушка, то ли девушка, которая где-то фэнтези начиталась или сказок в детстве. То есть у вас может быть видение этого мира, оно абсолютно разнится с видением мира там большинства каких-то женщин. По крайней мере, вот мужчины видят вас такой какой-то необычный, необыкновенный, особенный. Ну вот так. И при этом вот тут вот неожиданно, тут просто как будто бы вот они вас видят такой ранимой, а потом и сами могут какую-то черту попытаться перейти, да, ну где-то обидеть вас, может быть не специально. И неожиданно для себя они видят, ага, а вы тут, ну тут кто-то острый на язычок, кто-то прям дает понять, что со мной так не нужно себя вести. Я этого не буду терпеть. Ну, вот так. Так, потом привлекаете, притягиваете. Тут эгоизм, но тут, видите, девушка в короне и черную кошечку еще держит. У кого-то это, ну, увлечение эзотерикой, психологией. И многие, кстати, могут мужчины проводить параллель. Ага, это она психологией увлекается, наслушалась всяких таких программ, всяких непонятных авторов. Вот тут такое. Почему еще так? Потому что у кого-то из вас, вот тут карта треугольник был, у кого-то не очень какой-то, как сказать, ну, такой печальный опыт, да, у кого-то наличие третьих лиц во взаимоотношениях, у кого-то мужчина мог уйти, там еще к какой-то женщине. И тут как будто бы вы сами себе могли сказать, все, больше такого в моей жизни не повторится, я не хочу больше никаких вот таких отношений, где я буду на вторых, третьих ролях. И вы тут как будто бы даже превозмогая вот саму себя, вы учитесь этому здоровому эгоизму. Это прослеживается. Вот тут вот как будто бы тяжелая ноша. С одной стороны, вам это тяжело, с другой стороны, вы выбрали уже этот путь. Путь, где вы себя ставите, ну, не на пьедестал, но, скажем так, для себя вы в приоритете, на первое место ставите. Но все равно у вас считывается вот карта ребенок. Ну, где-то как ребенок, где-то еще вас так считывают, может, наивной, где-то еще отчасти доверчивой. Так, привлекаете, притягиваете, с вами дружить хорошо, вы являетесь тем самым другом прекрасным, который придет на помощь. Так. И тут такое у вас странное сочетание, честно говоря. С одной стороны, вас могут воспринимать, вот да, женщина, которая уже не будет в треугольники входить, не согласится быть там, повторюсь, какой-то, ну, там, второй любовницей. Но при этом, если мужчина возьмет ответственность, тут видите, слуга воды, и мужчина берет женщину тут на плечо и несет ее, то есть шансы по карте клевер вы будете давать. Если вы, ну, встречаете какое-то в мужчине отношение, которое вас устраивает, то вы шансы дадите. И это тоже привлекает. Ну и тут вот, смотрите, карта игра и карта это вообще флирта. Я думаю, это изначально, когда там вы с мужчиной там начинаете общаться, он считывает вот эту вот какую-то от вас легкость, женскую манкость, вовлеченность в какую-то игру. И им интересно с вами. Ну, тут у меня так идет.
В принципе, женщина, женщина для любви, женщина где-то как большой ребенок, где-то женщина чуть-чуть не от мира сего, но при этом первая карта принцесса. Всем хороша. Все, у меня такой расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.